Всем привет! Решил записать новый урок по созданию COS, так как прошлая версия, которую я записывал, была в версии 20.5 Houdini. Сейчас я работаю в версии 21.0.707, и инструменты MetaHuman по грубу обновились, некоторые ноды стали работать чуть-чуть по-другому, и я думаю, это будет актуальная информация для тех, кто смотрит мой канал, и для меня также, потому что я сам давно уже не создавал с помощью этих инструментов что-то новое, поэтому давайте попробуем сделать сегодня вот такую прическу. Я недавно увидел от Mountain Dog Studios пост. Очень классно они сделали прическу. Это прическа в Unreal Engine, это Hair Cards, и она выглядит очень-очень круто. Вообще, если зайдете к ребятам на страничку, увидите много грумастов, очень, очень приятные ассеты, очень высокий уровень. Так что рекомендую посмотреть как ориентир, как референсы. Это очень высокое качество. И мне понравилась вот эта прическа. Я хочу повторить ее. Ну, не максимально, конечно, подробно, но что-то похожее сделать. То есть мне понравились вот эти косы. Они такие достаточно большие, объемные, как вот в плетении вот здесь. Тут хочу такое же что-то сделать. Думаю, будет интересно. Ну, давайте начнем. Итак, я использую версию 21.0.707. У меня тут есть уже заготовленная вот такая, ну, всего лишь две ноды, да, null и output, которые я обычно использую. Давайте добавим стандартную голову. Здесь, кстати, есть две версии для 20 версии и для 21. Давайте используем 21. Так, давайте сразу подключим ее, посмотрим, что у нас получается на выходе. Глаза нам не нужны, поэтому можно, наверное, здесь выбрать сразу, думаю, вот так. Опять же, можно поменять subdiv, скорее всего, здесь сейчас он достаточно подробный, нам столько не нужно будет. Да, я думаю, в принципе, вот так 96 тысяч точек достаточно для того, чтобы нарисовать маску для волос. Так, давайте нарисуем сразу маску. Для этого используем атрибут Paint. Так как голова симметричная, можно сразу выбрать зеркальное отражение. Давайте назовем это Density. И сделаем какую-то, ну, первоначальную маску. Можно не особо заморачиваться, так как это всегда можно потом исправить, дополнить или сделать еще какие-то манипуляции. Может быть, перенести за другого персонажа, если у вас есть такая же топология, или просто находится в той же позе. Поэтому это сделать очень легко. Давайте пока нарисуем базово вот так. Ну и думаю, в целом этого достаточно. Можно еще вот здесь немножко добавить в области лба линию роста и здесь немножко растушевать. Я думаю, этого будет достаточно. Так, давайте сразу перейдем к косам. Для этого я буду использовать также стандартно Guide Groom, потому что мне это привычно и удобно. Добавляем сюда нашу голову. Здесь создание гайдов отключаем, так как мы будем создавать свои. Заходим внутрь и давайте нарисуем для начала гайд. Нам нужно будет два гайда, но один будет симметричный относительно другого, поэтому будем просто рисовать один. Давайте напишем groom и найдем guide groom ноду.
Если хотите поменять отображение ваших коннекторов, то можно сделать таким способом, то есть нажать просто Shift-S. Так, я думаю, что расположение должно быть где-то в районе, наверное, чуть выше уха. Давайте нарисуем здесь гайд. Можно нарисовать с помощью Draw, можно с помощью Plant. Просто добавить место на голове. Выбираем Single Mode, допустим, 30 сегментов, и давайте где-то здесь сделаем. Да, сейчас она будет очень маленькая. Давайте увеличим длину, наверное, в 10 раз. Ага, я думаю, так нормально. Теперь с помощью скульпта подправим форму и длину. Так, я думаю, наверное, можно сделать чуть-чуть пошире здесь и немножко прибрать вот здесь, чтобы они как-то плавно сползали. Плюс это можно сделать еще, наверное, подлиннее. Так, ушел он туда. Вот так. Окей, я думаю, так будет неплохо. Здесь можно, наверное, чуть-чуть за ухо завести. Да. Окей, думаю, так будет нормально. Так, дальше давайте посмотрим, что у нас есть для добавления кос. На самом деле, основную часть работы мы уже сделали, дальше останется просто настроить косы. Так, MetaHuman, Groom и MetaHuman Groom Braid. Подключаем в первый input нашу кривую, во вторую подключаем skin. Так, мы сразу видим, что уже появляется что-то похожее на косу. У нас тут много вкладочек. Frequency, Strand, Twist и так далее. Давайте начнем по порядку. Shape. Здесь мы можем изменить толщину самой косы, насколько я помню. Да. То есть, скорее всего, нам нужно будет сильно увеличивать это значение. Причем у нас косы, скорее всего, будут немножко более растянуты по какой-то одной оси. То есть, в принципе, что-то типа того, что у нас есть сейчас. Frequency – это количество витков. То есть, чем меньше я поставлю, тем больше... Точнее, тем мы уменьшим количество этих витков. Также можно отредактировать количество точек. То есть, чем меньше точек, тем более оптимизированная модель будет. Ну, в нашем случае сейчас пока что это гайды. В дальнейшем я буду это конвертировать в трубки. Поэтому этот параметр тоже будет важен для нас. В Strands мы сейчас ничего не увидим, потому что у нас нет трубок. Но если мы сделаем отображение как трубок, то этот параметр будет влиять на толщину самих кривых. Так, давайте начнем настраивать потихонечку. Я думаю, что они должны быть значительно толще. Наверное, должны сужаться к концу. Также можно, я думаю, поставить здесь не линейную интерполяцию между точками, а выбрать, допустим, Cutnul Rom или Bezier. Ну, Bezier, наверное. Давайте Cutnul Rom выберем. Так, вот здесь можно сделать так. Наверное, вот здесь, в этой области нам не нужно настолько широкий. Можно, наверное, чуть сузить. Так, затем, скорее всего, у нас сейчас достаточно много витков. Можно подуменьшить. Да, типа того, толщину снова увеличить. На самом деле это будет постоянная манипуляция, чтобы найти какое-то оптимальное значение, потому что нам придется сейчас это крутить, еще раз увеличивать толщину общей косы, толщину каждой пряди и так далее. То есть это много-много итераций. Давайте попробуем также толщину поменять.
в профиль, то есть не только ширину, но и толщину самой косы, то есть атрибут height. Давайте также покрутим саму косу. Так, full twist этот отвечает за скручивание вдоль кривой полностью, а мне нужно просто повернуть все точки сразу, поэтому использую roll. Давайте немножко вытащим ее из тела персонажа. Да, я думаю, так будет неплохо. Также можно использовать ноду Smooth, чтобы не было каких-то резких переходов, которые могут появиться на кривой. Поэтому вот так вот подразгладим чуть-чуть. Также нам не нужно иметь вот здесь лишние вот эти витки, поэтому давайте их уберем. Я думаю, это можно сделать вот здесь. Да, я думаю, так будет неплохо. Раз, два, три, четыре. Ну, примерно раз, два, три, четыре, пять. И здесь еще шестой. Сейчас у нас, наверное, слишком много. Давайте, наверное, что-то типа такого сделаем. Также можно посмотреть толщину. Сделать чуть-чуть больше. Потом мы по этим трубкам будем делать кривые. И по кривым мы будем делать, внутри заполнять их гайдами. То есть, на самом деле, способов, как это сделать, очень много. Косы я использую такой, потому что, мне кажется, он достаточно простой. Так, здесь, наверное, можно делать потоньше немного. У основания и на кончиках, наверное, чуть-чуть потолще я бы сделал. Да, наверное, типа того. Мы можем эти значения корректировать в любой момент. Все у нас процедурное, и мне кажется, это большой плюс в работе вот с такими косами. Мы всегда можем вернуться на несколько шагов назад и что-то исправить. Давайте пока оставим вот так. Также можно посмотреть рутер. То есть можем, во-первых, приотачить. Давайте пока сделаем отображение в виде кривых. То есть мы можем приотачить наши кривые к скину. То есть сейчас они в воздухе летают, но лучше всего использовать, конечно, чтобы они касались кожи головы, чтобы все это потом интерполировалось гораздо лучше при создании гайдов, волос и так далее. Можно здесь, наверное, убрать cut guide. На самом деле не так важно, потому что мы потом нарисуем здесь масочки, и все это скроется уже другой частью волос. Так, можно попробовать использовать expand roots и поиграть с этими значениями. На самом деле, как-то в прошлой версии, в 20.5, как будто это работало чуть-чуть иначе. Возможно, я ошибаюсь, но я пробовал открывать этот проект. Точнее, пробовал открывать старый проект, который я создавал в версии 20.5 в новой версии 21, и он работал немного по-другому, и как-то поиск точек, да, куда он будет цепляться, работал как-то получше. Сейчас, я думаю, оставлю так. Не буду здесь особо заморачиваться. Мне кажется, это работает неплохо. Так. Окей, давайте снова сделаем отображение трубочек. Можно также нажать Detangle With, чтобы не было проникновений в трубочек в трубочке, да. В целом, я не использовал эту штуку, но я думаю, можно попробовать. Так, дальше обычно я использую ноду Convert. Подключаю сюда трубки, то есть можно добавить 0, чтобы мы всегда знали, где у нас трубочки находятся. Сейчас мы их не видим, возможно, это баг отображения. Либо я... вот забыл включить, да, Output Tubes. Так, мы их видим теперь. Здесь можно попробовать выбрать
connectivity rows, то есть мы как раз преобразуем геометрию в такие сплайны. Затем можно добавить tube, наверное, MetaHuman guide fill, как раз для того, чтобы заполнить вот это пространство внутри трубочек гайдами. Давайте подключаем сюда кривые. Первый input, во второй мы подключаем кожу, skin, и видим, да, что у нас что-то уже похожее получается. Давайте изменим радиус, наверное, поставим меньшее значение сейчас. Этого слишком много. Так, посмотрим. Наверное, здесь лучше сделать более прямой график, чтобы у нас вот эти кривые параллельно каждой линии шли. Так, сейчас, наверное, этого недостаточно. Можно чуть-чуть больше сделать радиус. Давайте 8. Да, сейчас стало лучше. Можно еще, наверное, даже увеличить. Но сейчас мы видим, что, скорее всего, оно где-то будет здесь пересекаться. И мы потом в будущем сможем просто поменять вот здесь в strand thickness. И, если что, избавиться от каких-то лишних проникновений. Окей. Давайте дальше посмотрим, что можно с этим сделать. В целом, мне кажется, вот здесь сейчас слишком большой разбег. Наверное, можно прибрать все это дело. Пускай это будет что-то типа вот такого. Так, ну я думаю, пока что неплохо. Следующий шаг, который я обычно делаю, это я притягиваю вот эти крайние корневые точки к скину. Я думаю, сейчас можно немножко поправить здесь саму кривую, потому что немножко проникают волосы, ну, точнее, гайды в кожу, и желательно здесь вот более перпендикулярно делать, ну, расположение входа гайда в кожу. Поэтому я стараюсь немножко вот так вот расчесывать, да, чтобы потом получались более перпендикулярные. Хотя в данном случае у нас особо это не сыграло роли, но окей. Давайте посмотрим, что тут еще можно сделать. Ну, на самом деле сейчас без включенной галочки Root Guides работает даже лучше. Давайте так оставим. Окей, дальше я использую Group Expression. Выбираем здесь Points и назначим это как Roots. Пишем, что имя группы Roots. Выбираем First Point of Primitive. Это можно опустить вниз. То есть сейчас у нас группа выделилась только первые точки у кривой. Дальше мы должны использовать ноду Ray. Добавляем в первый input, во второй input мы добавляем skin. Сейчас вот такая каша. Давайте выберем здесь группа это Roots. Только Roots работает. И выбираем Minimum Distance. И теперь мы видим, что у нас вот эти гайды, четко проджектятся на skin. Окей, следующий шаг мы должны отразить, сделать копию. Используем для этого Mirror. Здесь выбираем No Change. Добавляем REST ноду, чтобы у нас появились атрибут, ну, рестовой позиции гайдов, точнее точек, ну, в данном случае пока мы говорим про гайды. И дальше добавляем guide skin, attribute lookup, чтобы тоже назначить нужные атрибуты и связать это со скином. И добавляем на выход в output. Окей. Так, первоначальная какая-то настройка у нас уже готова. Давайте добавим ноду HairGen. Я использую стандартную ноду HairGen. Также можно сразу нарисовать маски.
то есть небольшой участок, где у нас будет, откуда у нас будут расти волосы. Для этого, да, включим вот здесь отображение гайдов. Давайте напишем сразу, это у нас guides braids. Здесь hair braids. Окей. И давайте нарисуем маску. Также атрибут paint. Ну, можно скопировать эту и просто в ней добавить новый атрибут. Braids. Окей, давайте сделаем, наверное, как-то вот так и вот так. Я думаю, этого будет достаточно. И добавим вот здесь в density skin attribute braids. Давайте включим отображение, посмотрим, что у нас сейчас появляется. Пока что мы ничего не видим. Можно также поменять на общее значение, допустим, 50 тысяч. Так, мы видим, что что-то уже начало появляться. Думаю, сейчас толщина достаточно большая. Давайте сделаем чуть-чуть меньше. Да, видимо, здесь уже сильно проникают пряди друг в друга. Нужно будет пофиксить этот момент. Пока это не критично. Плюс мы еще добавим некоторые модификаторы. Прошу прощения, некоторые ноды типа фриза, клампа и так далее. Поэтому это все будем параллельно потом еще исправлять. Окей, здесь я обычно ставлю значение influence decay 4 и maximum guide count. Обычно единичка, чтобы волосы повторяли прям идеально за гайдами форму. Ну, общую форму, да. Можно попробовать двоечку. Да, двоечка, наверное, может быть чуть-чуть получше. Давайте ставим двойку. Окей, давайте еще перейдем в сам groom и добавим ноду resample. Так, посмотрим сначала, сколько у нас здесь точек. Ну, в целом выглядит неплохо. Давайте, может быть, даже сделаем чуть больше, чтобы у нас была возможность как-то, ну, использовать более сложные формы, да, чтобы вот эта вся форма не терялась. Поэтому можно точек поставить чуть-чуть больше. Давайте сравним. Угу. Пока что все хорошо. Добавляем также атрибут curveU, тоже важный атрибут. Очень часто его используем в создании грума для различных нот, когда мы хотим добавить, допустим, отдельно какие-то клампы или фрезы или бенд, допустим, на кончики, то с помощью этой ноды мы можем как раз регулировать маску. Так, давайте добавим цвет, чтобы было видно лучше во viewport. Для этого я использую ноду color и выбираю здесь ramp from attribute. Также здесь выбираю curveU. То есть мы используем атрибут как раз curveU для того, чтобы назначить градиент цвета. И выбираем здесь, какой нам нравится пресет. Мне нравится вот либо Inferno, либо Magma. В принципе, тоже неплохой. Да, я думаю, пока что этого достаточно. Мне пока что не очень нравится, что получается вот здесь. То есть вот это выглядит немного нехорошо. Можно попробовать также blending метод поменять на extrude. Иногда это работает лучше, но в данном случае как-то особо большой разницы нет. Окей, может быть поменять значение maximum guide count. Ну, единица как-то совсем неаккуратно выглядит. То есть мы прям видим сильное вот здесь расстояние. На самом деле это потом с помощью нот фриза, кламп все поменяется на несколько раз, но поэтому, думаю, изначально можно все равно что-то неплохое сделать. Поставим, давайте, двоечку и продолжим. Добавим здесь фриз. Немножко их сделаем менее такими механическими сейчас сгенерированными, потому что сейчас выглядит странно. Давайте смотрим. Сделаем меньшую амплитуду. Frequency можно поставить какие-то небольшие значения, допустим, 5, 10.
Сейчас у нас 50 тысяч примитивов, 2,3 миллиона точек, многовато, я думаю. Также можно сразу поменять, наверное, здесь толщину общую, потому что видим, что слишком толстые косы. Давайте поставим, наверное, вот так. Посмотрим, что у нас получится. Давайте чуть побольше, 28 может быть. Также можно здесь поставить какое-то более, чтобы было большее значение, чтобы оно стало пошире. На этом этапе я подускорил видео, потому что здесь дальше пойдет просто более детальная настройка каких-то параметров и изменение формы, подбор формы. И я думаю, что это уже не сильно интересное занятие, поэтому дальше буду просто давать какие-то комментарии параллельно работе. Здесь я добавляю ноду Clamp, чтобы сделать более естественную форму, то есть разбить на какие-то отдельные пряди, и это выглядит достаточно интересно уже. Параллельно также я двигаю немножко гайд, чтобы форма косы, которая сейчас есть, не проникала в геометрию персонажа. Здесь я вижу, что кончик косы имеет немного неправильную форму, что он слишком широкий, и я хочу немного поменять ее, сделать чуть меньшего размера, и чтобы она как-то сходилась более аккуратно. Хочу немного изменить кончик, так как модификатор фриз слишком сильно действует сейчас на эту часть и слишком сильно распушает кончик. Поэтому я немного графиком изменяю значение силы влияния. Пока что мне все еще не нравится форма некоторых частей косы, поэтому я пытаюсь графиком поменять форму. Также добавляю еще одну ноду Hair Clamp, чтобы попробовать добавить каких-то мелких саб-клампов. И также еще добавляю ноду Freeze, чтобы разбавить всю вот эту аккуратность и одинаковость. То есть я стараюсь каждый раз чередовать эти ноды для большей натуральности. Здесь я еще одну ноду Hair Clamp добавляю, но хочу сделать специальную маску через ноду Guide Mask, то есть добавить какой-то noise по скину, чтобы атрибут этого нойза перенесся на Groom, и дальше подключаю эту маску в Hair Clamp, и уже какие-то отдельные участки волос будут работать на эту ноду.
Здесь хочу добавить еще каких-то отдельных волосков, поэтому добавляю ноду Guide Mask. Снова только называю уже output атрибут freeze и добавляю ноду freeze, чтобы выделить какие-то отдельные волоски, на которые будет действовать нода freeze. И хочу сделать такие парящие волоски отдельно. Пока на этом моменте решил остановиться и клонирую две ноды для создания грума. Хочу начать работать уже над основной частью волос. Для этого, скопировав все эти ноды, я удаляю все, кроме гайд грума, и просто продолжу работать здесь. Очищу перед этим кнопкой Clear и начну добавлять новые гайды. Здесь я немного меняю параметры внутри, вот отключаю пока что ненужные мне ноды, оставляю только clamp и freeze, потому что это основные, наверное, только меняю их местами. Сначала идет hair clamp, потом freeze. Также в hair clamp я добавляю в последний input гайды, чтобы у меня каждый clamp это отдельный гайд было. Я обычно так делаю для кос, потому что это очень удобно заплетать и контролировать вот эти клампы, отдельные пряди.
Здесь просто создаю много-много гайдов на этом этапе и стараюсь их расчесать так, как бы это было в реальности. То есть стараемся максимально а, делать так, как это могло быть в реальности.
Также вместе пробора волос я стараюсь делать чуть большее количество гайдов, чтобы там как-то все это получше интерполировалось. На самом деле не стоит делать так, как я делаю я сейчас. То есть можно делать это более разнообразно. То есть после того, как мы сделали все гайды, там нарисовали их, либо создали каким-то другим образом, лучше их подвигать так, чтобы это место пробора было несимметричным и сделать какую-то более, ну, такую, скажем, неаккуратную линию роста волос. Также, чтобы лучше контролировать вот эти две пряди, свисающие с передней части, я добавляю небольшую маску на вот эту область, и теперь я смогу контролировать конкретно вот эту часть волос. То есть можно добавить ноду клампа, ленс и так далее, чтобы более удобно контролировать эти пряди. Также я хочу добавить ноду Guide Collide. Для этого я добавляю ее и также добавляю UDB from Polygons ноду. И в первый вход, в первый input добавляю саму геометрию. Также нужно не забыть включить некоторые значения на UDB from Polygons. То есть нужно закрыть отверстие, чтобы VDB правильно считалось. И это будет корректно работать. Также можно подкрутить некоторые значения типа Surface Offset и Push Range. Я обычно стараюсь их делать все плюс-минус одинаковыми и не делать сильно экстремальные значения, иначе около корней волосы начинают идти перпендикулярно и выглядеть странно.
Также хочу показать пример, как можно добавить какой-то растрепанности уже после того, как вы сделали финальную форму вашего грума. То есть можно добавить ноду Guide Groom. Я не думаю, что есть смысл делать сразу для двух кос, поэтому я одну через ноду Blast косу удаляю и работаю только с одной. В дальнейшем я просто отражу ее через ноду Mirror и хочу показать, как можно сделать некоторые манипуляции вот с помощью ноды Guide Groom на одной косе. То есть мы можем выделить отдельные элементы или волоски, или пряди на готовой косе на волосах и просто вытаскиваем их с помощью ноды Guide Groom. После того, как все мы завершили работу над вот этой ручной доработкой волос, мы можем соединить Blend Shape, ну, с помощью ноды Blend Shape, те волосы, которые у нас были изначально, с теми, которые у нас ну, получились с помощью ноды Guide Groom. Так как в ноде Guide Groom у нас не было атрибута With, самый простой способ это использовать ноду Blend Shape и просто позицию поинтов перетащить уже с той версии волос, на которой у нас есть все нужные атрибуты. Также я решил добавить небольшие хвостики и сделать финальный рендер. В целом, это все, что я хотел показать в данном уроке, и если у вас остались какие-либо вопросы, то можете писать под этим видео в комментариях. Я постараюсь ответить на них. Надеюсь, этот урок был полезен для вас, и увидимся в следующем видео. Пока.